Представьте, что вы смотрите на Солнце, на тот самый яркий диск в небе, который мы привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся. И в этот момент осознаете, свет, попадающий вам в глаза, начал свой путь задолго до появления первых городов, письменности и даже земледелия. Более того, этот свет — лишь финал невероятно долгого и сложного путешествия энергии, рожденной в самом сердце звезды при температурах в миллионы градусов. Солнце кажется спокойным и постоянным, но в действительности это гигантская, динамичная и потенциально опасная космическая машина, каждую секунду превращающая массу в энергию по законам фундаментальной физики. Оно управляет климатом Земли, формирует условия для жизни, влияет на работу спутников, навигации и электросетей, а иногда даже напоминает о себе мощными вспышками и магнитными бурями. Мы живем настолько близко к Солнцу, что без него наша планета за считанные дни превратилась бы в ледяной мертвый мир, но при этом достаточно далеко, чтобы жизнь могла существовать миллиарды лет. Именно это хрупкое равновесие делает Солнце не просто звездой, а ключевым элементом всей нашей истории. Понимание того, как оно устроено, как родилось, как работает сегодня и что ждет его в будущем, это не абстрактная астрономия, а попытка понять собственное прошлое и заглянуть в далекое будущее человечества. И прежде чем говорить о черных дырах, галактиках и границах Вселенной, стоит начать с главного космического объекта в нашей жизни — звезды, без которой не было бы ни нас, ни самого вопроса о нашем месте во Вселенной. Солнце — это звезда, находящаяся в центре нашей планетной системы и играющая решающую роль во всем, что происходит на Земле, от смены времен года до существования самой жизни. В научной классификации оно относится к спектральному классу G2V и известно как «желтый карлик», однако это название не должно вводить в заблуждение, потому что по сравнению с окружающими его телами Солнце является колоссальным объектом. Его масса составляет почти 99,9% всей массы Солнечной системы. И именно благодаря этой массе оно удерживает планеты на орбитах, задавая структуру и стабильность нашего космического окружения. Солнце представляет собой не твердое тело и не огненный шар, а гигантскую сферу из плазмы, особого состояния вещества, в котором атомы распадаются на заряженные частицы. Эта плазма непрерывно движется, вращается и взаимодействует с магнитными полями, из-за чего Солнце постоянно меняется, хотя на человеческих временных масштабах эти изменения кажутся незаметными. В недрах Солнца происходит термоядерный синтез, процесс, при котором ядра водорода сливаются в гелий, высвобождая колоссальное количество энергии. Именно эта энергия в виде света и тепла достигает Земли и делает возможными океаны, атмосферу и биологические процессы. Расстояние между Солнцем и Землей, около 150 миллионов километров, оказалось критически важным. Будь оно меньше или больше, наша планета стала бы либо перегретым адом, либо замерзшей пустыней. Поэтому Солнце — это не просто одна из миллиардов звезд Млечного Пути, а уникальный для нас объект, от которого зависит прошлое, настоящее и будущее человеческой цивилизации. Как родилось Солнце? История Солнца начинается около 4,6 миллиарда лет назад, задолго до появления Земли, океанов и самой жизни, в момент, когда в одном из спиральных рукавов нашей галактики существовало огромное облако газа и пыли, остатки вещества, выброшенного при взрывах давно погибших звезд. Это облако состояло в основном из водорода и гелия, но также содержало более тяжелые элементы, без которых позже не смогли бы сформироваться планеты. Под действием гравитации в облаке возникли области уплотнения, и со временем одна из них начала сжиматься все сильнее, притягивая к себе окружающее вещество. Так появилось протосолнце, еще не звезда, но уже объект, в центре которого температура и давление неуклонно росли. По мере сжатия вещество нагревалось, и когда температура в ядре достигла миллионов градусов, произошло ключевое событие – запустилась термоядерная реакция. Атомы водорода начали сливаться друг с другом, образуя гелий и высвобождая огромное количество энергии. Именно этот момент считается настоящим рождением Солнца, как звезды.
Вокруг молодого Солнца из оставшегося вещества сформировался протопланетный диск, плоская структура из газа и пыли, из которой со временем возникли планеты, спутники, астероиды и кометы. Таким образом, Солнце и Земля имеют общее происхождение и буквально состоят из одного и того же космического материала. Понимание рождения Солнца важно не только для нашей истории, но и для изучения других звезд, поскольку подобные процессы происходят по всей Вселенной и позволяют астрономам объяснять, как формируются планетные системы и где могут возникнуть условия, пригодные для жизни. Что происходит внутри Солнца? Хотя мы не можем заглянуть вглубь Солнца напрямую, современные научные методы позволяют довольно точно понять, какие процессы происходят в его недрах и почему эта звезда способна светить миллиарды лет без перерыва. В самом центре Солнца находится ядро, область, где сосредоточена максимальная температура и давление, достигающие примерно 15 миллионов градусов. В этих экстремальных условиях запускается термоядерный синтез. Ядра водорода преодолевают взаимное отталкивание и сливаются, образуя гелий, а крошечная часть массы при этом превращается в энергию. Именно эта энергия и является источником солнечного света, тепла и всего излучения, которое достигает Земли. Однако после своего рождения энергия не устремляется сразу к поверхности. Сначала она попадает в радиационную зону, где распространяется в виде фотонов, частиц света, которые бесконечно сталкиваются с частицами плазмы и постоянно меняют направление. Из-за этого путь энергии наружу может занимать сотни тысяч лет. Лишь затем она достигает конвективной зоны, где перенос осуществляется уже движением самого вещества. Горячая плазма поднимается вверх, остывает и опускается вниз, напоминая кипение воды в кастрюле. Именно этот процесс создает характерную зернистую структуру, наблюдаемую на солнечной поверхности. Такое многослойное устройство делает Солнце устойчивым и стабильным на огромных временных масштабах, позволяя ему поддерживать условия для жизни на Земле на протяжении миллиардов лет. Поверхность и атмосфера Солнца. Когда мы смотрим на Солнце с Земли, нам кажется, что у него есть четкая поверхность, похожая на поверхность планеты, но на самом деле это лишь условная граница, за которой звезда постепенно переходит из плотных слоев в более разреженную атмосферу. Видимый слой Солнца называется фотосферой, и именно он излучает основной свет, благодаря которому день на Земле становится днем. Температура фотосферы составляет около 5800 градусов, и даже при таком относительно низком значении по звездным меркам любое вещество там находится в состоянии плазмы. Если внимательно рассмотреть фотосферу, можно заметить зернистую структуру, результат движения горячей плазмы, поднимающейся из глубины и опускающейся обратно. Здесь же возникают солнечные пятна, более темные области, которые кажутся холодными лишь в сравнении с окружающей поверхностью, но на самом деле все равно горячие любой земной печи. Над фотосферой располагается хромосфера — тонкий слой солнечной атмосферы, который обычно не видим, но становится заметным во время полных солнечных затмений в виде красноватого сияния. Еще выше простирается корона, самая загадочная часть Солнца, температура которой достигает миллионов градусов, что в сотни раз выше температуры поверхности. Этот парадокс долгое время ставил ученых в тупик и до сих пор остается предметом активных исследований. Корона постоянно меняется, образует петли и потоки, связанные с магнитным полем, и именно из нее в космос вырывается солнечный ветер, поток заряженных частиц, заполняющий всю Солнечную систему. Таким образом, Солнце не имеет четкой границы, а постепенно растворяется в космическом пространстве, оказывая влияние далеко за пределами орбит планет. Солнечная активность — спокойствие — лишь иллюзия. На первый взгляд Солнце кажется неизменным и стабильным, но на самом деле это одна из самых динамичных звезд, чья поверхность и атмосфера постоянно находятся в движении. Причина этой активности кроется в мощном магнитном поле Солнца, которое рождается из-за сложных движений плазмы внутри звезды и ее неравномерного вращения. Экваториальные области вращаются быстрее, чем полюса.
В результате магнитные линии закручиваются, переплетаются и накапливают энергию, которая время от времени высвобождается в виде солнечных вспышек. Солнечные пятна, видимый признак этой активности, появляются в местах, где магнитное поле особенно сильно и подавляет движение горячей плазмы, из-за чего температура там немного ниже. Количество пятен меняется с периодом примерно в 11 лет, образуя так называемый солнечный цикл, во время максимума которого активность Солнца резко возрастает. В эти периоды происходят мощные вспышки и корональные выбросы массы, гигантские облака раскаленной плазмы, которые выбрасываются в космос со скоростью в миллионы километров в час. Если такой выброс направлен в сторону Земли, он может взаимодействовать с ее магнитным полем и вызывать геомагнитные бури. Для людей на поверхности планеты они чаще всего проявляются в виде ярких полярных сияний, но для технологий последствия могут быть гораздо серьезнее – сбои спутников, нарушение радиосвязи и даже повреждение энергетических систем. Именно поэтому Солнце нельзя считать спокойной звездой. Оно живет по своим циклам, и понимание его активности имеет огромное значение для современной цивилизации. Как Солнце влияет на Землю? Влияние Солнца на нашу планету настолько фундаментально, что без него Земля в привычном нам виде просто не существовала бы. Именно солнечная энергия поддерживает среднюю температуру поверхности, позволяя воде оставаться в жидком состоянии и обеспечивая работу климатической системы. Если бы Солнце внезапно исчезло, уже через несколько дней температура на Земле начала бы стремительно падать, океаны покрылись бы льдом, а атмосфера постепенно замерзла бы и осела на поверхность. Но воздействие Солнца не ограничивается только светом и теплом. Его излучение в ультрафиолетовом диапазоне формирует ионосферу, слой атмосферы, который отражает радиоволны и делает возможной дальнюю связь. Кроме того, Солнце постоянно испускает солнечный ветер, поток заряженных частиц, который взаимодействует с магнитным полем Земли, образуя магнитосферу. Эта невидимая оболочка защищает планету от жесткого космического излучения и потоков частиц, способных разрушать атмосферу и повреждать живые организмы. Однако во времена повышенной солнечной активности этот защитный щит испытывает серьезные нагрузки. Геомагнитные бури, вызванные корональными выбросами массы, могут нарушать работу спутников, систем навигации, радиосвязи и даже наземных электросетей. При этом важно подчеркнуть, что современные научные данные показывают, изменения климата, наблюдаемые в последние десятилетия, не связаны с усилением солнечной активности. Яркость Солнца остается относительно стабильной, а основной вклад в глобальное потепление вносит деятельность человека. Тем не менее, Солнце остается главным энергетическим двигателем Земли, от которого зависят природные циклы, биосфера и само существование человеческой цивилизации. Как мы изучаем Солнце сегодня, несмотря на то, что Солнце является ближайшей к нам звездой, его изучение остается сложной научной задачей, требующей сочетания наземных наблюдений, космических миссий и теоретических моделей. С Земли Солнце наблюдают с помощью мощных телескопов, оснащенных специальными фильтрами, которые позволяют безопасно изучать его поверхность, магнитные поля и движение плазмы. Однако атмосфера нашей планеты искажает часть излучения, поэтому ключевую роль играют космические аппараты, выведенные за ее пределы. Современные солнечные обсерватории наблюдают Солнце сразу в нескольких диапазонах электромагнитного спектра, от видимого света до ультрафиолета и рентгеновского излучения, что позволяет отслеживать процессы, происходящие на разных высотах солнечной атмосферы. Особое место занимает гелиосейсмология, метод, при котором ученые анализируют колебания поверхности Солнца, похожие на волны на воде, чтобы по ним восстановить структуру и движение вещества внутри звезды. Это своего рода ультразвук для Солнца, позволяющий заглянуть в его недра без прямого доступа. Кроме того, автоматические зонды подлетают все ближе к Солнцу, напрямую измеряя параметры солнечного ветра, магнитных полей и потоков частиц, что дает уникальные данные о механизмах солнечной активности. Все эти наблюдения помогают не только лучше понять саму звезду, но и научиться прогнозировать солнечные вспышки и магнитные бури, которые могут влиять на работу спутников, связи и энергетических систем на Земле.
Таким образом, изучение Солнца сегодня — это не только фундаментальная наука, но и практическая необходимость для технологически развитой цивилизации, все больше зависящей от космической инфраструктуры. Почему Солнце так важно для нас? Солнце является не просто источником света и тепла, а фундаментальной основой всего, что существует на Земле, включая жизнь, климат и развитие человеческой цивилизации. Каждое растение, каждый океанский ток и даже кислород, которым мы дышим, в конечном счете обязаны своей энергией Солнцу, потому что именно оно запускает фотосинтез, процесс, лежащий в основе всех пищевых цепочек. Солнце также задает ритмы нашей планеты, смену дня и ночи, времен года и долгосрочные климатические циклы. Его стабильность на протяжении миллиардов лет позволила жизни не просто возникнуть, но и эволюционировать, от простейших организмов до разумных существ, способных изучать космос и задаваться вопросами о своем происхождении. При этом Солнце служит для науки уникальной лабораторией, находящейся буквально под рукой, на примере которой проверяются фундаментальные законы физики, от термоядерных реакций до поведения плазмы и магнитных полей. Понимание процессов, происходящих на Солнце, помогает ученым объяснять поведение других звезд, оценивать условия в далеких планетных системах и даже искать потенциально обитаемые миры за пределами Солнечной системы. Кроме того, в современном технологическом мире знание о Солнце имеет практическое значение. Прогнозирование солнечной активности позволяет защищать спутники, системы связи и энергосети от последствий геомагнитных бурь. Осознавая роль Солнца, мы начинаем лучше понимать, насколько хрупким и редким является баланс условий, сделавших возможной жизнь на Земле, и почему изучение ближайшей звезды — это не просто интерес к космосу, а способ глубже понять собственное место во Вселенной. Солнце сопровождает человечество на протяжении всей его истории, оставаясь одновременно самым привычным и самым недооцененным объектом в нашей жизни. Мы видим его каждый день, ощущаем его тепло на коже и редко задумываемся о том, что перед нами находится звезда, гигантский термоядерный реактор, работающий без остановки уже миллиарды лет. За кажущейся стабильностью Солнца скрываются сложнейшие физические процессы: рождение энергии в недрах, медленное движение фотонов к поверхности, магнитные поля, вспышки и циклы активности. Именно благодаря этому тонкому балансу Земля стала пригодной для жизни, а человеческая цивилизация получила шанс возникнуть и развиться. Понимание природы Солнца позволяет нам не только заглянуть в прошлое нашей планеты, но и осознать ее будущее, а также увидеть, что даже самые устойчивые объекты во Вселенной подчиняются законам времени и эволюции. Изучая Солнце, мы учимся предсказывать его поведение, защищать технологии и расширять знания о звездах в целом, ведь процессы, происходящие на нашей звезде, повторяются по всей галактике. В конечном счете, Солнце напоминает нам о том, что мы — часть огромной космической системы, возникшей из одного и того же вещества и подчиняющейся единым законам физики. И каждый раз, когда солнечный свет достигает Земли, он несет с собой не только тепло, но и историю длиной в миллиарды лет, историю, которая продолжается прямо сейчас и в которой мы являемся лишь кратким, но осознающим себя мгновением.